Соскучились по путешествиям, но не знаете, как лучше спланировать свой отдых? Хотите потусить компанией, провести отпуск с семьей или отправиться в романтическое путешествие? Мы подскажем, что, где, как и почем. В каждом выпуске нашего travel-гида мы будем давать полезные советы, как отдохнуть в той или иной стране. Ведь к путешествиям нужно готовиться заранее. Сегодня мы приглашаем вас в путешествие по Индии, огромному государству в Южной Азии и второй по численности населения стране мира. Здесь роскошь соседствует с нищетой, порядок с хаосом, вера с отчаянием, а прошлое с будущим. Словом, сплошной контраст. Намасте, Индия. Мечтаете о крутых молодежных вечеринках с индийским колоритом, но не хотите переплачивать? Отправляйтесь в Гоа. Самый молодежный, самый тусовочный, самый пляжный штат Индии. Рай для всех фриков, неформалов и хипстеров. Я всегда думала, что Гоа, кстати. А правильно говорить Гоа. А Гоа красивее звучит. Главная достопримечательность Гоа – это его пляжи. Практически все они бесплатны. Поэтому здесь с утра до вечера тусят туристы. Да, приходят кто угодно, вот кто захочет. Все эти люди, они абсолютно не знакомы друг с другом. Просто приходят в свое удовольствие поиграть, потанцевать. В общем, грубо говоря, получить удовольствие от процесса. Ну а вечером люди с пляжей перемещаются в бары и ночные клубы, которых на побережье Гоа сотни. Вход в некоторые бесплатный, а в некоторые символические 3-4 бакса. И тусят отдыхающие обычно до самого утра. И отовсюду звучит что? Гоа Транс! Гоа Транс! Гоа Транс! Стиль музыки, который придумали именно здесь, в Гоа. Ну а если же любите наслаждаться природными красотами, советуем в Гоа съездить к легендарному 300-метровому водопаду Дудх-Сагар. Поездка займет целый день и будет стоить плюс-минус $10. Или же отправиться в тур по горам и каньонам. Услуги гида и страховка обойдутся от $50. Это обязательно стоит попробовать. Ну вот правда, это намного лучше, чем загорать на шезлонге. Это такие эмоции. Передвигаться по Гоа лучше всего на мопеде или мотоцикле. Стоит аренда около $5 в день. Прикольно, ты можешь взять байк, дать копию своего паспорта, дать деньги и уехать. А куда уехать? Непонятно. Такое, все на доверие. Бюджетно поселиться в Гоа можно в одном из сотен хостелов. Койка обойдется от $8 за ночь. Вот такая вот комнатка, очень все просто. Питаться в Гоа советуем в прибрежных кафешках. Здесь бюджетно можно попробовать морепродукты, только что выловленные в море. За $5-7. Класс. Можете себе позволить не экономить? Тогда отправляйтесь исследовать Андаманы. Это 570 небольших островов в водах Бенгальского залива и Андаманского моря. Туристы сюда доезжают нечасто,
Но вскоре это изменится, ведь Андаманы планируют бросить вызов лучшим лакшери-курортам мира. Самый радостный звук, который я сейчас могу издать. Это шикарно, это офигенно. Из 26 обитаемых Андаманских островов советуем вам сразу отправляться на Хейвлок. Это километры чистейших пляжей, густые заросли тропического леса и лазурная вода. Поселиться на острове Хейвлок можно в одном из нескольких новейших 5-звездочных отелей. Президентский номер, точнее целая вилла, обойдется в $4500 в сутки. Ой-ой-ой-ой-ой, хорошо-то как! Да как красиво! Да как бомбезно! И вот так вот, и чики-чики, и таки-таки, и чики-бум-бум. Питаться на Андаманах лучше всего местными деликатесами в ресторанах. Обед из рыбы, креветок и лобстера обойдется в $100. Мне понравилось? Я доволен. Но главное, что есть на Андаманах, это, конечно же, море. И брать от него нужно по максимуму. Плавание на закате. Если этого не было видно, могу вам сказать, что это было шикарно. Рыбалка на огромных морских монстров. Я поймал рыбеху, которая весит 35 килограмм. И, конечно же, погружение с аквалангом. Это было офигенно! В каждом выпуске мы делимся с вами списком самых ярких мероприятий, которые могут добавить колорита вашему отпуску. Сегодня наш топ событий, которые стоит посетить в Индии. Самый яркий и колоритный праздник всей Индии – Холи. Отмечают его буквально в каждом городке, но родиной праздника считают священный город Мадхура. По местным поверьям, именно тут родился один из главных богов индуизма – Кришна. Праздник Холи знаменует приход весны, и в этот день все индийцы забрасывают друг друга яркими красками. Считается, что в этот момент все становятся равными вне зависимости от уровня доходов или класса происхождения. И чем больше на тебе в этот день красок, тем больше ждет счастья в новом году. Вот эти эмоции, вот это общение с людьми, вайб, энергетика. Ее, конечно, ощущаешь очень сильно. Это впечатление на всю жизнь. Фестиваль Онам. Он приурочен ко дню урожая, который считается одним из 3 главных индуистских праздников. Длится фестиваль 10 дней, каждый из которых богат на яркие события. Главные торжества Онама – это забег быков на затопленных рисовых полях, гонки на огромных груженных людьми лодках и танец тигров. В роли тигров с ног до головы разукрашенные полосками индийские мужчины. Есть несколько труп, они все очень готовились. У них разный немножечко способ окраски, у них разные шортики, но каждый хочет быть лучшим. Хотите романтики, как в болливудском мюзикле, и можете себе это позволить? Тогда вам в Раджастан. Край Махараджи и величественных дворцов. Земля, воспетая на страницах индийских мифов. Самый яркий и колоритный штат Индии.
И ощущение, что я в сказке. Раджастан – это прежде всего пестрые города, словно из детской раскраски. Изучение штата советуем начать с двух самых ярких – Джайпура, розового города, и Джодхпура, города голубого. Джодхпур точно на сегодняшний день в топе вообще моего чарта красивых мест в Индии. Какой-то он атмосферный, и голубой цвет добавляет ему чистоты. Перемещаться по штату дворцов и крепостей советуем на классическом представителе индийского автопрома Hindustan Ambassador. Для большей романтики машину можно украсить живыми цветами. Так обычно индийцы тюнингуют тачки на свадьбы. Когда все участники дороги видят машину все в цветах, они ее пропускают. Поселиться в Раджастане романтичнее всего в самом большом частном дворце Индии Умаид Бхаван. Построен он был около 100 лет назад для местного раджи. Правда, стоить такое удовольствие будет $15 000 в сутки. Это просто посмотрите, пожалуйста, на это. Ну как мне нравится Индия! А питаться в ресторане при отеле. Обслуживать будут как членов королевской семьи, а кормить изысканными местными деликатесами за $4000. Мне кажется, мне это снится. Ну а вишенкой на торте вашего романтического уикенда станет полет на воздушном шаре над местными красотами. Полет на воздушном шаре в Индии. Ну что может быть круче? Что может быть желаннее? Ну а если хотите индийской романтики, но побюджетнее, добро пожаловать в Варанаси. Духовная столица Индии, место паломничества, шокирующих обычаев и давних традиций. Варанаси – город-жизнь и город-смерть. Варанаси – это город-абсурд. И, наверное, в этом абсурде и есть великолепие этого города. Если хотите максимально проникнуться колоритом Варанаси, передвигаться по городу советуем на тук-туке. Во-первых, это недорого, около $3 за поездку. А во-вторых, ну очень по-индийски. Только машин, как они едут? Знаков нету, разметки нету, у меня дверей нету. Главная достопримечательность Варанаси – священная река Ганг. Индийцы верят, что она берет начало в духовном мире и несет им очищение от грехов, поэтому с энтузиазмом стирают в реке, купаются в ней и даже пьют из нее. По священной реке можно прокатиться на кораблике за $28. Из-за такого трепетного отношения индийцев к Гангу жилье возле реки считается самым дорогим в городе. Но при этом даже бюджетный турист сможет себе позволить относительно чистый номер. Цена около $20. Я вам так скажу, господа, для Индии это просто лакшери. А вот питаться в Варанаси советуем исключительно в приличных кафе и ресторанах. Во-первых, так безопаснее. Во-вторых, относительно недорого. Например, стол, который ломится от местных сладостей, обойдется в $13. А завершить уикенд в Варанаси советуем походом в спа-салон. Аюрведческий. По-нашему, специализирующийся на индийской народной медицине. Стоит сеанс около $30. Когда ты уже смирился с тем, что у тебя грязные волосы, все в маске, становится приятно. Поговаривают, познать Индию можно только через духовное просветление и очищение, чтение мантр и медитации. Но есть и более простой вариант – индийская кухня. Яркая, жгучая и прославившаяся на весь мир.
Вот наш топ главных гастрономических достопримечательностей Индии. Тхали – самое популярное блюдо страны. Сервируется на круглом подносе или банановом листке, в центре которого находится рис или хлебные лепешки чапати, а вокруг тарелочки с соусами и разными специями – карри, чатни, дал, пури и так далее. Едят тхали, смешивая рис или лепешки с соусами. Стоит это блюдо от $5. Ох, жгучая еда. Панир батер масала. Это классический индийский сыр панир, чем-то похож на адыгейский или брынзу, в соусе из масла и традиционной индийской специи масала. Подается в местных кафешках от $3 за порцию. Слушайте, а пока не такое острое, будто бы немножко запекли козий сыр. Надумали проникнуться индийским колоритом всей семьей? Тогда самый атмосферный и бюджетный вариант – Мумбаи. Город миллионеров и болливудских сказок. Самый шумный и в то же время самый известный город Индии. Вот такая Индия мне нравится. Мумбаи – контрастный город. Тут новенькие стеклянные бизнес-центры находятся рядом с древними храмами. После этого шумного, сумасшедшего города эта пагода как глоток свежего воздуха, потому что он тут действительно свежий. А еще Мумбаи – это столица Болливуда. Здесь можно попасть на съемочную площадку очередного индийского блокбастера. Экскурсия обойдется около $10. Бюджетнее всего и комфортнее перемещаться по Мумбаи на метро. Оно новенькое, с работающими кондиционерами и чистое. Стоит всего 30 центов. И что интересно, что публика в метро очень сильно отличается от той публики, которую мы видим на улицах. То есть нормально, хорошо одетые люди, с мобильными телефонами. В общем, прям такой мумбайский средний класс. Жить в Мумбаи можно в центральных хостелах. Они заточены под иностранного туриста и относительно чистые. Цена от $10 за койку. Аллилуйя! Здесь есть кондиционер. Ура! Give me 5. А вот питаться в Мумбаи нужно в ресторанах. Во-первых, только там вы получите хороший сервис. Во-вторых, это гарантия качественной еды. 550 рупий. Это $8. $8 вообще за такой офигительный ужин и за такое обслуживание. И еще люди подносят. Да что же, я уже все, уже не могу. Ну а если бюджет позволяет, отправляйтесь всей семьей в столицу Индии Дели. Как и полагает столице, это витрина Индии с нотками бахвальства, пафоса и роскоши. Рядом с чистильщиком обуви Charge Point. Дели изо всех сил старается быть похожим на современный мегаполис со стеклянными небоскребами, ухоженными парками, модными автосалонами и дорогими тачками на дорогах. Арендовать такую на сутки в Дели можно за $2000. Чувствую себя женой Раджи. В Дели самое большое в Индии количество пятизвездочных отелей, поэтому и поселиться советуем в одном из них, например, The Lila Palace. Это единственный отель в Индии с бассейном на крыше. Лучший номер обойдется в $3500 в сутки. Хрустальные люстры,
Золоченые канты, золоченые багеты, бронзовая статуя, серебряное панно. Матерь Божья, сколько это стоит? Сколько стоит это? А еще Дели может похвастать роскошными развлекательными центрами, такими как Королевство грез. Это самый настоящий город в городе, построенный в вычурном индийском стиле. Главная фишка этого центра – театр для постановок мюзиклов, в котором нанимают лучших болливудских режиссеров и актеров. Такой себе Бродвей по-индийски. Танцуют красиво, просто как в индийском кино. А еще Дели, как и любая столица, предлагает просто сотни роскошных ресторанов, в том числе и те, где блюда украшают пищевым золотом, а средний чек обходится в $100. Похоже на белковый крем с огромным количеством меда. Хоть сейчас бери и намазывай на коржи. И получится Наполеон. Но если вам и этого мало, то закрепить впечатление советуем визитом в легендарный Тадж-Махал. Он находится всего в нескольких часах езды от столицы. Это без преувеличения самое роскошное здание во всей Индии и ее главная достопримечательность – огромный мавзолей, построенный целиком и полностью из белого мрамора. Как это они все смогли сделать в 17 веке? В 17 веке, когда у нас не было дорог, все ходили в лаптях и жили максимум в деревянных домах. Тадж-Махал стоял здесь под солнцем. Вы представляете? У меня мурашки, у меня мурашки. Индия – страна, мягко говоря, особенная. Местные традиции неподготовленного туриста могут напугать, обычаи поставить в неудобное положение, а то, что кажется очевидным, на самом деле может быть совершенно иначе. Поэтому мы подготовили для вас порцию полезных советов, чтобы ваш шок от Индии был более культурным. Если вдруг после насыщенных прогулок по пыльным индийским улицам решите отдать свои вещи в прачечную, уточняйте на ресепшене отелей, где конкретно их будут стирать. Ведь не исключено, что в реке. Да-да, это совершенно нормально для Индии. Поэтому недорогие хостелы также поступают с вещами туристов. Where's my clothes? Такой, с цветочками. Ты что, постирал, что ли? Что, не дай бог постирал. Господи, не дай бог постирал. It's mine. Грязненькие, сухие. Не успел. Господи, слава богу, что он не успел их постирать. Это ж, конечно, был бы просто трындец. Индийцы очень любят фотографироваться с туристами, особенно с европейцами. Все из-за цвета кожи. Ведь в индуизме у большинства богов кожа светлая, с бледно-синеватым оттенком, как, например, у Кришны. Поэтому индийцы никогда не ходят в солярии и не загорают на пляже, считая, что чем светлее кожа, тем благороднее род. Ну а фотография с туристом-европейцем – это на счастье. Я, конечно, не Сарухан, но люди-то фотографируются. Ну что же, теперь к незабываемому отпуску в Индии вы подготовлены. Но это далеко не все. Впереди у нас еще много новых путеводителей по странам, в которых вы обязательно захотите побывать.